Один из самых ранних способов обнаружения в шахтах рудничного газа заключался в использовании в качестве газоанализаторов канареек. В прежние времена клетки с канарейками заносили в шахты для того, чтобы проверить их на наличие опасных для жизни газов. Канарейки очень чувствительны к мельчайшим примесям газа в воздухе, в том числе метану и угарному газу, и гибнут даже от незначительной примеси его в воздухе. Поэтому если птица умирала или начинала вести себя неестественно, то шахтеры немедленно покидали опасное место. К тому же эти птички имеют свойство постоянно петь, что являлось звуковой сигнализацией. Пока слышалось пение, можно было работать спокойно. На протяжении нескольких веков британское горное законодательство в обязательном порядке предписывало держать в шахтах канареек для обнаружения газа. Птичек использовали в такой роли до 1986 года, а соответствующая статья оставалась в правилах безопасности для горных работ вплоть до 1995 года. Многие угольные компании США и Великобритании специально разводили канареек либо покупали отбракованных птиц в зоомагазинах. В основном использовались самки канареек из-за менее красивого пения, стоившие дешевле. Для компании это было выгоднее, чем обеспечивать шахтеров дорогостоящими лампами Деви. Помимо шахтеров-канареек, часто использовали горноспасатели, спускавшиеся в аварийные шахты. С их помощью они обнаруживали загазованные выработки, чтобы перенаправить туда воздушную струю. При этом птички не обязательно погибали. Вынесенные на свежий воздух, они приходили в себя и использовались повторно. Позже стали применяться специальные безопасные клетки. При обнаружении газа они герметично закрывались, а внутрь пускался кислород, что позволяло канарейке выжить. Даже в наши дни еще не существует прибора, так же тонко и быстро реагирующего на присутствие газа, как организм канарейки. Зачастую канареек содержали в приборе, который называется реаниматор канареек. Маленький прибор чем-то напоминает камеру пыток для птиц. К стальной коробке со стеклом прикреплен небольшой баллон. На самом деле с помощью этого реаниматора птиц не убивали. Их оживляли. В начале 20 века рабочие отказывались спускаться в шахту без такой коробочки. Внутрь помещалась канарейка, за самочувствием которой внимательно следили. Металлический ящичек имел две стеклянные стенки. На одной из граней создавалось отверстие, которое перекрывалось решеткой. Так птица гарантированно не могла покинуть реаниматор. Баллон, прикрепленный к крыше коробка, заполнялся кислородом. Миниатюрная конструкция устройства и его малый вес позволяли шахтерам брать реаниматоры в шахты. Там, на глубине нескольких десятков метров, птицы спасали рабочим жизнь. Почему в реаниматоры не помещали мышей? Применять канареек в качестве живых детекторов придумал Джон Холдейн. Нужно отметить, что задолго до этого газы он испытывал на себе. Ученый закрывался в специальных камерах, запускал определенное количество опасных веществ и записывал ощущения. Холдейн даже побывал на фронте. Он лично отправился на поле сражений, чтобы проверить, используют ли немцы ядовитые газы. Так был изобретен первый противогаз. Исследователь подметил, что угарный газ — главный убийца горняков. В 1890 году Холдейн впервые провел эксперименты с мышами и птицами. Ученый специально травил их ядовитыми веществами. Из-за маленького размера скорость метаболизма у мышей и птиц выше, чем у человека. Соответственно, яды разносятся по организму быстрее. В коробочках-реаниматорах вполне могли оказаться мыши. Однако канарейки, как птицы, победили благодаря физиологии. Размер респираторной системы у птицы составляет 20% от тела. В отличие от людей, птицы кислород и вдыхают, и выдыхают. Такая особенность обеспечивается воздушными мешками, распределенными по телу. Это позволяет поглощать больше кислорода за меньший срок. С другой стороны, птицы, особенно мелкие, больше страдают от летучих токсинов. Раньше постоянными спутниками шахтеров, спускающихся в шахты, были канарейки. Без этих маленьких птичек не обходилась ни одна разработка угольных рудников. Многие компании, занимающиеся добычей ископаемых, даже специально разводили их. А в Великобритании существовал закон, запрещающийся спуск в шахту без канареек. Но зачем же эти маленькие птички понадобились шахтерам? Опасная работа. Работа на шахте всегда считалась опасной. В рудниках постоянно существуют риски обрушения пород, взрыва метана и отравления газом. Чтобы их снизить, учеными то и дело придумывается что-то новое. Вводятся более качественные укрепления, чтобы предотвратить обвалы. Для исключения отравления и взрыва создаются чувствительные к газу приборы. Но не всегда технический прогресс позволял сделать это.
Самыми первыми детекторами газа когда-то были обычные животные — мыши и канарейки. Канарейки-спасатели. Использовать птичек в качестве детекторов предложил великобританский ученый Джон Холдейн. Он выяснил, что канарейки очень чувствительны к газу и чувствуют его даже в малых количествах. Все благодаря их небольшому размеру и особенной дыхательной системе. Канарейки получают порцию метана и при вдохе, и при выдохе. Как действуют канарейки? Когда на рудниках все спокойно и метан отсутствует, птички чувствуют себя хорошо. Они радостно щебечут и прыгают. С повышением уровня газа канарейки ведут себя неспокойно, замолкают и начинают метаться по клетке в поисках выхода. Использование мышей в этом деле менее продуктивно, они могут практически не менять свое поведение. Канарейки же очень любят петь и делают это постоянно. Как только пение прекращается, для шахтеров это верный знак, что нужно срочно подниматься на поверхность. Клетки с птичками работники, разумеется, берут с собой. На воздухе надышавшиеся газом канарейки быстро приходят в себя. Маленькая ярко-желтая птичка стояла на страже жизни шахтеров. Благодаря крайне чувствительному метаболизму птицы вели себя по-разному в зависимости от процентного содержания метана и угарного газа в воздухе. Если уровень кислорода был оптимален, то птицы весело пели и чирикали. А если канарейка замолкала и начинала раскачиваться на жердочке, а потом падала замертво, то это означало всегда одного и то же — уровень угарного газа опасно поднялся. Это помогало предотвращать взрывы и спасать жизни. Помимо канареек, в некоторых шахтах использовали мышей, но птицы более явно реагировали даже на небольшое содержание угарного газа в воздухе. И именно по этой причине шахтеры предпочитали брать с собой в забой именно канареек. На протяжении нескольких веков британское горное законодательство в обязательном порядке предписывало держать в шахтах канареек для обнаружения газа. Птичек использовали в такой роли до 1986 года, а соответствующая статья оставалась в правилах безопасности для горных работ вплоть до 1995 года. Многие угольные компании США и Великобритании специально разводили канареек либо покупали отбракованных птиц в зоомагазинах. В основном использовались самки канареек из-за менее красивого пения, стоившие дешевле. Для компании это было выгоднее, чем обеспечивать шахтеров дорогостоящими лампами Деви. Помимо шахтеров-канареек, часто использовали горноспасатели, спускавшиеся в аварийные шахты. С их помощью они обнаруживали загазованные выработки, чтобы перенаправить туда воздушную струю. При этом птички не обязательно погибали. Вынесенные на свежий воздух, они приходили в себя и использовались повторно. Позже стали применяться специальные безопасные клетки. При обнаружении газа они герметично закрывались, а внутрь пускался кислород, что позволяло канарейке выжить. Даже в наши дни еще не существует прибора, так же тонко и быстро реагирующего на присутствие газа, как организм канарейки. Прошло время. На место маленьких птичек пришли высокие технологии. Но мы должны помнить о подвиге канареек, которые многие десятилетия умирали в угольных шахтах, но спасали жизнь человеку. Учитывая фантастическую чувствительность живых организмов к различным химическим соединениям, можно попытаться не моделировать их, а прямо, непосредственно подключить к электронным схемам. О высокой чувствительности насекомых знали уже средневековые схоласты и даже пытались использовать их при отыскании кладов или месторождений драгоценных металлов. Именно писание одного из них и вдохновили поэта Н. Заболоцкого к созданию стихотворения. Звали его Агриппа Нетес-Гимский, он жил в начале XVI века. Каких только легенд не ходило об этой странной личности. Вплоть до того, что якобы он даже мог вызывать к себе дьявола. Он действительно отыскивал и клады, и месторождения драгоценных металлов и проводил необычайные алхимические опыты. Не исключено, что в его руках были секреты использования живых приборов. Агриппа знал, что древние индусы отыскивают клады с помощью какой-то таинственной мухи. Он назвал ее царицей мух. Мало того, сам он, видимо, имел такую муху и даже оставил рецепт, как обращаться с ней. Когда будете иметь в своем распоряжении одну из таких мух, посадите ее в прозрачный ящичек. Ее помещение надо освежать 2 раза в день и давать ей растение, на котором ее поймали. Она может жить при таких условиях почти месяц. Чтобы узнать направление скрытых на глубине сокровищ, надо, чтобы была хорошо установившаяся погода. Тогда, взяв ящичек с мухой, отправляйтесь в путь, постоянно подсматривая и подмечая ее движение. Если в недрах скрыты драгоценные камни, вы заметите содрогание в лапках и усиках. Если же будете находиться над местом, содержащим золото или серебро,
муха замахает крыльями, и чем ближе вы будете, тем сильнее будут ее движения. В том случае, если там находятся неблагородные металлы — медь, железо, свинец и прочее, муха будет ходить спокойно, но тем быстрее, чем ближе к поверхности они находятся. Может быть, можно по описаниям Агриппы определить вид мухи, о котором идет речь. Имея в руках такую муху, нетрудно проверить правдоподобность опытов схоласта. Пусть мало шансов, что кладоискательный прибор заработает. Но вдруг Агриппа пишет, что таинственная муха величиной с крупного шмеля любит садиться на водные растения. Мало сведений, но какая-то нить в руках есть. Вся трудность в том, что мух и их родственников 80 тысяч видов. Видимо, Агриппа ничего не знал еще о мимикрии. Существуют, например, бабочки, принявшие вид мух. Где гарантия, что именно ни одну из них содержал у себя средневековый ученый? Современные ученые занялись исследованием живых приборов, их колоссальной чувствительности еще в 20-е годы. Известный уже в то время биолог Кольцов даже организовал лабораторию физико-химической биологии. Вот один из опытов, проведенный в ней. В большой, на 200 литров, аквариум, наполненный водой, помещались одноклеточные существа-сувойки. Их можно увидеть в микроскоп. Они похожи на колокольчики, сидящие на тонких ножках. При воздействии на сувоек неблагоприятных факторов ножки быстро сворачиваются в пружинки, а сам колокольчик закрывается. Кольцов добавлял в сосуд лишь одну каплю слабого раствора с ионами кальция. Через некоторое время его всегда можно было рассчитать. Первые ионы достигали сувоек, и их ножки тотчас же сворачивались. Значит, эти существа способны реагировать на отдельные заряженные атомы вещества. В научных журналах того времени можно найти описание другого Кольцова. В банку с водой, где сидит лягушка, опущено золотое кольцо. И через некоторое время ее брюхо становится розовым. Кровеносные сосуды расширились и стали просвечивать сквозь тонкую кожицу. А много ли золота за это время растворилось в воде? Ничтожное количество. Изучением чувствительности живого увлекся и фармаколог Кравков. В 1926 году его труд о действии препаратов посмертно был удостоен Ленинской премии. В опытах Кравкова индикатором тоже были кровеносные сосуды, но только не лягушки, а кроличьего уха. В ухо, отрезанное от тела животного, точнее, в кровеносные сосуды, лаборант впрыскивал физиологический раствор. Пройдя по системе сосудов, жидкость вытекала через открытые концы вен, и ее капли падали на чашку очень точных весов. Когда в раствор добавляли немного адреналина, сосуды сужались, скорость истечения капель уменьшалась. Живой прибор работал безукоризненно. Самое любопытное, что он сигнализировал о некоторых веществах даже на расстоянии. Стоило поднести к уху свинцовую пластинку, и эффект был таким же, что и при введении раствора с адреналином. Чижевский сконструировал сверхчувствительный аппарат, который предупреждал о всплесках солнечной активности за неделю до их появления. Главной деталью прибора были бактерии, способные изменять свою окраску. На что они реагируют, на изменение электромагнитных полей или летящие от Солнца частицы, до сих пор не выяснено.